Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про новинку в экосистеме умного дома Xiaomi – беспроводном выключателе Aqara Opal, который работает через протокол ZigBee. Этих выключателей бывают три модели на 2, 4 и 6 кнопок, что в сочетании с возможностью добавить на каждую кнопку по 3 действия делает их просто рекордсменами по количеству функций. В этом обзоре мы обсудим младшую двухкнопочную модель устройства. Двухкнопочный выключатель имеет 11 номер модели, на 4 и 6 кнопочные соответственно 12 и 13. Протокол ZigBee 3.0, про совместимость с шлюзами я расскажу чуть позже. Питание: батарейка CR2032, рабочая температура от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия, влажность от 0 до 95%. Размер 86 на 86 на 15 мм. Коробка не очень типичная для продукции Aqara, в оформлении нет ни цвета, ни фотографий. Дизайн минималистичный. Но, возможно, это касается только китайских версий продукта. В комплекте, кроме выключателя, небольшая инструкция, наклейка двустороннего скотча и пара винтов. Инструкция только на китайском, в принципе ничего полезного в ней для себя я не нашел. Выключатель можно крепить либо скотчем к любой поверхности, либо винтами, если он ставится поверх монтажной коробки. Сравнительно с предыдущими версиями выключателей, вид выключателя изменился, клавиши теперь не занимают всю поверхность. Более того, выключатель теперь стал разъемный, модуль управления можно достать из квадратной рамки. Рамка используется для крепления к стене на скотч или винты. Сам выключатель может использоваться и отдельно как пульт управления. На задней части рамки находятся две резиновые наклейки, видимо для того, чтобы она не скользила по стене. 3 полоски комплектного скотча устанавливаются между ними, либо стандартные крепежные винты. С наружной стороны выемка под модуль управления, крепление магнитное. И доставать легко, и держится надежно. Установить неправильной стороной не получится, имеются специальные пазы. Центральный модуль — это и есть собственно выключатель. Задняя часть имеет соответствующую рамке форму. Тут же указана модель устройства и тип элемента питания. Фронтальная сторона с кнопками, расположенными по горизонтали. На этой модели одна большая клавиша на оба микропереключателя. На 12 и 13 модели соответственно 2 и 3 горизонтальные клавиши. В качестве обратной связи используется синий светодиод в левом верхнем углу, он загорается при нажатии. Еще хочу заметить, что проблема старых выключателей, которую можно было сбросить длительным нажатием на клавишу, тут устранена, так как кнопка сопряжения здесь отдельно и находится сзади модуля. Перед подключением в систему давайте разберем выключатель. И хотя я обычно не разбираю гаджеты, здесь это необходимо, как минимум для того, чтобы понять, как можно заменить элемент питания. Настенная рамка тоже разбирается на две части, ту, что крепится к стене, и декоративную крышку. Здесь спрятаны отверстия для винтов, чтобы крепить выключатель поверх 86 мм монтажной коробки. Клавиша имеет горизонтальный ход по типу качельки и крепится только на защелке по центру, снимается при помощи тонкой плоской отвертки. Изнутри видно сверху и снизу пластиковое крепление, один из углов имеет полупрозрачное окошко для светодиода. Внутренняя пластиковая крышка держится на одном винте посередине и защелках сверху и снизу. Именно она удерживает внутри плату с электронной начинкой. Под платой на дне коробки модуля управления видны два магнита для крепления к настенной рамке. Плата управления универсальная, видны посадочные места для микропереключателей на 4 и 6 кнопочной версии. Элемент питания находится на задней стороне, как видите, добраться до него не так просто, как в предыдущих версиях выключателей. А это, так сказать, мозги выключателя, для тех, кому это может быть интересно. Из того многообразия шлюзов, которые имеются у меня в наличии сейчас, этот выключатель можно подключить только к круглому шлюзу Aqara 11 версии. Возможно, к новому третьему шлюзу Midea тоже, проверю как приедет. Вообще же проверить совместимость со своим шлюзом очень просто. В меню ручного добавления, раздел Remote Control, выбираем этот выключатель. Далее открывается список шлюзов в системе и видно, что совместим только один Aqara. Причем шлюз с камерой Aqara J2 тоже не подходит. После чего можно запускать сопряжение, для чего служит кнопка на задней стороне модуля. Далее стандартные шаги мастера подключения. Выбираем локацию, имя устройства. После этого новый гаджет появляется в системе. Мини-плагин представляет собой журнал действий с кнопкой. Видно время, которое соответствует реальному каждого события. Внизу меню автоматизации. Выключатель работает как условие сценария и даже в минимальной версии предоставляет их 6, по 3 на каждую кнопку. В максимальной версии их будет 18. Например, на одну левую кнопку можно назначить включение и выключение люстры на одиночный клик, а на двойной клик, например, включение и выключение Ambilight, а на длинный клик включение заданной сцены.
На правую – включение-выключение увлажнителя и переключение между используемыми режимами автоматическим и максимальным. Тут все зависит от вашей фантазии, особенно при использовании максимально 18-вариантной версии. После создания сценариев они появятся в меню автоматизации. Их, кстати, можно при необходимости выключать. К слову, все показанные сценарии с люстрой работают в локальном режиме, то есть быстро и без использования китайского облака. В журнале работы показано время и статус каждого запуска автоматизации. Через шлюз в Home Assistant выключатель не заводится, потому что в Акаре нет режима разработчика. Правда, система обнаруживает его как аксессуар HomeKit, желающие могут попробовать покопать в этом направлении. У меня же при попытке такого подключения вылетает ошибка и ничего не происходит. Выключатели имеются в списке поддерживаемых устройств проекта ZigBee 2MQTT с использованием USB-стика CC2531, правда без указания событий. К этому вопросу я обязательно вернусь в одном из своих будущих обзоров. Ну и напоследок демонстрация показанных в обзоре автоматизаций по управлению потолочным светильником E-Light 650. На этом все. Как обычно, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если есть дополнительная информация, пишите там же. Если обзор вам понравился, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч.